Всем привет! Пришла посылочка. В ней должен быть декодер, Bluetooth, USB, флешки. Давайте откроем, посмотрим. Да, действительно это он. В комплекте идет пульт, сам декодер. Такая вот хреновинка. Две заглушки и комплект проводов к нему. Заказал я его по просьбе товарища. У него есть вот такая вот магнитолка. У нее нету ни Bluetooth, ни USB, но звук хороший. Вот мы будем это все дело сюда устанавливать. В данном видео я покажу, как сделать из старой магнитолы более функциональную, с USB, с картами памяти, с Bluetooth, с AUX. Также будет пульт управления. Перед тем, как что-то собирать, переделывать, нужно проверить, вообще работает данный модуль или нет. Подаем 12 вольт. Модуль запустился. AUX, Bluetooth и радио. Даже радио есть. Так, флешечку сейчас подключим. Видит флешку. Да, видит флешечку. Вот пошло воспроизведение. Звук регулируется. Вот так вот работает. Работает, значит, можно дальше собирать. Значит, магнитолу разобрал и изъял из нее плату. В данной магнитоле нету AUX, нету линейного входа, поэтому нужно припаиваться будет к плате. Тюнеры есть левый канал, правый канал. Они вот здесь вот на тюнеры подписаны. Вот здесь вот левый канал, правый канал. Дорожки выходят вот к этим контактным площадочкам. То есть вот они, левый, правый. Они дальше пошли. Вот здесь вот один канал идет. И вот второй канал. То есть они вот здесь вот. Я хочу дорожку здесь перерезать. Сюда подключиться. И вывести вот сюда на заднюю панель разъемчик. Ну, это сейчас все увидите. Сейчас будем делать. Нашел такой вот разъемчик. Здесь какие-то неиспользованные отверстия. Хочу его сюда вот так установить. Разъемчик. Это разъемчик от наушников. Когда у вас наушники не вставлены, у вас работает динамик. Когда наушники вставляете, переходит все на наушники. Но я здесь буду использовать в качестве, этот разъем будет как AUX работать. Когда вы разъем ставите сюда, пойдет, например, с того же модуля, либо с телефона можно будет подключаться. Когда разъем вы вытащили, звук пойдет со штатного тюнера, который здесь установлен. Осталось только вот этот разъемчик сюда запаять и подвести к нему провода. Так, значит, разъемчик запаял вот здесь. Вот здесь штатные места под какой-то разъем. Он тут не распаянный, поэтому сюда я подключился. Вот этот разъемчик под наушники я вот сюда вот впаял. Бросил перемычки на штатные дорожки. И вот по этим дорожкам это все пошло сюда вот. Единственное, где перемычки пришлось бросить, это вот в этом месте. Вот здесь вот они пошли. Вот здесь вот дорожечки перерезал. Средний от разъемчика пустил вот сюда вот. Это с тюнера будет идти звук в разъем, с разъема потом будет возвращаться сюда. Если мы шнур сюда вставляем, то отсюда со шнура звук сразу пойдет вот сюда, вот в эти места. Так, ну с этим вот все понятно. Если будут вопросы, задавайте, отвечу.
Далее надо вот в этой пластинке проделать здесь отверстие под разъемчик. Перед окончательной сборкой производим проверку. Вот это включено радио, шипит. Берем телефон мобильный, включаем в разъем, который мы сделали, и запускаем на телефоне мелодию. Пошел звук с мобильного телефона. Разъемчик вытащили, зашипело наше радио. Хоть телефон, хоть вот этот вот модуль сможем сюда подключать. Можно его установить, этот модуль, прямо в магнитолу, но человек хочет, чтобы он у него был отдельно. То есть я ему проведу провода, он будет его подключать в этот разъемчик и слушать музыку. Так, на этом этапе саму магнитолу можно собрать. Здесь переделок получилось по минимуму. При этом магнитола полностью функциональна, как было раньше. Ничего здесь не изменилось. Сейчас собираем магнитолу, потом дальше уже будем делать модуль, подключать. Изготовил такой вот кабелек. Подключился здесь к штатному разъему. Здесь такой вот разъемчик для наушников. Разъемчик устанавливаем в разъем, который мы сделали. AUX. Плюс подключил к синему проводу от магнитолы. Так, давайте сейчас все это проверим. Так, включаем магнитолу. Запустился модуль. Давайте попробуем поймать радио. От этой вот антенки будет ловиться. Модуль находит канал и записывает их в память. Вот он нашел 88. Не до конца был вставлен разъемчик, поэтому звука не было. Так, давайте следующий трек. Следующая станция. Следующая. Следующий. Вот так вот. Вот от этой антенночки ловит. Далее выберем AUX. Сюда можно подключиться. Bluetooth. Сейчас ставим флешечку, попробуем с флешечки. Музон запустить. Все, заработал трек. Следующий. Следующий. Все работает. Можно карту памяти ставить, флешечку, либо по Bluetooth подключиться от телефона и передавать музычку. Так, не проверили пульт еще. В комплекте идет такой вот пульт. Посмотрим наличие батарейки. Батареечки в комплекте нет. Есть какая-то батарейка. Сейчас ее вставим плюсом кверху. Проверяем пульт. Выключить. Off. Все, выключился. Включить. В общем, пульт рабочий. В общем, все функционирует. Радио функционирует. Вынимаем шнур. Функционирует штатное радио. Можете со штатного радио слушать музыку. Хотите с этого радио слушать, пожалуйста, с этого слушайте. Захотите с телефона AUX воткнуть, в тот же разъемчик AUX воткнули. Вот такое вот устройство. Если у вас есть AUX уже на магнитоле, но нет USB и Bluetooth, то можно вот сделать это устройство, добавить. Еще проще будет, магнитолу не нужно переделывать. Если у вас нету AUX, то есть небольшая доработка. Если установить прямо магнитолу вот это устройство, то не нужно будет городить вот этот шнуровчик, выводить. Прям к плате можно припаяться и внутрь его установить. Такое многофункциональное устройство. Все работает. Ссылочку на него оставлю ниже в описании. Все. Устройство отдаем хозяину, пусть устанавливает и пользуется.
На этом сборочка завершена. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.